Энканто – удивительный мультфильм, который рассказывает историю о необычной семье, в которой у каждого члена есть особенный дар. Только вот главная героиня им не обладает, или все же просто Дисней все показывает загадками. Сегодня расскажу вам главную тайну семейства Мадригал. Расскажу, почему у Мирабель не было способностей, в чем заключается сила и волшебство свечи, и как со всем этим связана бабушка и дедушка семейства. Добрый день, с вами я, Санчес, и сегодня расскажу главную тайну мультфильма Энканто. Поехали! Хочу сказать то, что сегодня вам расскажу, вы не узнаете больше нигде, но по моему мнению, теория, возможно, имеет некоторые неточности, но размышления и доводы, которые сегодня буду приводить, раскроют главный секрет сюжета мультфильма. Как вы знаете, в Энканто нам показывают необычную семью. У каждого члена этой семьи есть особенный дар. К примеру, у сестры Мирабель Луизы есть особенный дар силы. Она может поднимать огромные веса и словно Геракл перетаскивать все, что угодно. Старшая сестра Мирабель Изабелла. Она способна создавать удивительные цветы разных размеров и творить гармонию, что ли. Джульетта, мама Мирабель, способна испечь пирожные, которые готовы излечить от любой болезни и пополнить здоровье. Тетя Мирабель Пеппа управляет погодой, и от ее настроения зависит, как сейчас будет, солнечно или дождливо. Долорес – двоюродная сестра Мирабель, несколькими месяцами младше Изабеллы. Она обладает суперслухом и способна подслушать все, что угодно. Камила – двоюродный брат Мирабель, на несколько месяцев старше своей кузины. Он способен просто менять облик, может превращаться в кого угодно из людей. Антонио – двоюродный брат Мирабель, самый младший в семье, обладает даром общения с животными. И Бруно – родной дядя Мирабель, способный видеть будущее. И, наконец, бабушка Альма и матриарх семьи Мадригаль. Ей была дарована свеча, которая и награждает всех даром в доме Кассита. Кстати, дом тут тоже волшебный и живет как отдельный персонаж. И вот смотрите, каждый из членов семьи обладает даром. Чтобы получить этот дар в возрасте 5 лет, дети проходят обряд, на котором они должны открыть свою дверь и узнать, какое чудо им даровано. Но с Мирабель такого не произошло, и нам показывают, как в начале мультфильма каждый из членов семьи потихоньку показывает ей превосходство над ней. То и дело ее частенько упрекает в том, что она обычная и единственная, кто не имеет дара. Она пытается быть всем нужной, но становится своего рода изгоем из-за этого. Бабушка зачастую упрекает ее и говорит, чтобы она не мешалась. В один из моментов Мирабель опускает руки, и дом дает трещину. С этого момента наша главная героиня и пытается понять, что вообще происходит с магией. Но на самом деле волшебство этого дома заключается не только в этой свече, и в конце мультфильма мы видим главную сценку, которая объясняет происходящее. Бабушка Мирабель Альма очень жесткая женщина. Она пытается сделать в семье гармонию, за всем следит, ни в коем случае не поддается панике, даже когда, казалось бы, она неизбежна. Она боится, что другие люди узнают, что их магия в опасности, и потихоньку увядает. Ее история, которую она рассказала внучке, в самом конце мультфильма имеет ключевую роль во всей истории волшебства. Когда-то Альма встретила хорошего парня и влюбилась в него. Это был Педро Мадригаль, дедушка Мирабель. Первый взгляд, когда они заметили друг друга, был на празднике День свечей. Это колумбийский праздник 7 декабря, дата, когда происходит непорочное зачатие Девы Марии. В Колумбии начинается праздник, который продлевается до следующего дня. Традиционно все зажигают свечи в этот день. После этого у них прошло первое свидание с поеданием пирожков. Дальше нам показывают, как они влюбились друг в друга и создали что-то подобие семейного очага. Альма предсказала или даже пожелала родить тройню, и так оно и вышло. Все было бы прекрасно в этой семье, если бы не захватчики, которые напали на город. Семье, как и другим жителям, пришлось бежать, и муж Альмы, увидев наступление, пожертвовал своей жизнью ради спасения своей семьи. Самая важная деталь, что в каждой из сцен у них была в руках свеча, и также бабочка, которая была тоже везде. Это особый знак, к которому мы придем позже. После этого свеча дала волшебство, и своим залпом она уничтожила всех захватчиков. Нам показали, как река, на которой и произошло это жуткое событие, была огорожена огромными скалами. Как мне кажется, это метафора тому, что Альма просто у себя в подсознании заблокировала эти воспоминания, боясь возвращаться туда снова и видеть, как потеряла мужа. На самом деле никаких там скал и никаких вот этих стен не было. А теперь, если вы не совсем поняли мое более подробное объяснение приобретения силы свечи, я расскажу, как так вышло, что каждый из членов имеет свой дар, и объясню, почему Мирабель его тоже имеет.
Во-первых, все суперспособности, которые доступны детям и внукам, это не свеча подарила им на церемонии дара, а это сама Альма. Как вы видите из воспоминаний, везде у нас имеется символ бабочки. Бабочка — это символ души, бессмертия, возрождения и воскресения, способность к превращениям, к трансформации. Поэтому в этот момент, когда умер муж Альмы, тот самый дедушка Мирабель, свеча приобрела этот рисунок. Бабочка была при первой их встрече, бабочка была на плитке, на вырезанном рисунке с 3 детишками. И все это было как знак души. Дедушка не умер, он просто стал неосязаемым. Он перевоплотился в семейный дар, который и несла Альма. Поэтому каждый из членов семьи имеет качество, которое было у этого дедушки. Но я имею в виду про близких родственников. Помните маму Мирабель, которая умеет излечивать других людей? Это аллегория на первое свидание с дедушкой, как приятные воспоминания. Именно эти пирожки они кушали, когда у них была первая встреча. Вспомните дядю Бруно, который умеет предсказывать будущее. Это аллегория на предсказание Альмы насчет тройняшек. В то время не было способов узнать, кто у тебя будет, поэтому, безусловно, она просто это предсказала. Пеппа, который умеет управлять погодой, как аллегория настроения. Альма делит все воспоминания с дедушкой на что-то хорошее, ну то есть влюбленность, свидание и так далее, и на сразу же плохое, когда его не стало. Поэтому у Пеппы такая неоднозначная способность. Все качества дедушки были переданы только дочерям Альмы. Внучки и внуки уже имеют совершенно другие дары, которые, если что, мы тоже сможем разобрать, которые никак не связаны с этой системой воспоминаний о дедушке. Теперь объясняю, почему бабушка не дала способность Мирабель открыть ту самую дверь. В отличие от своих двоюродных сестер и братьев, да и всех других членов семьи, Мирабель особенная. Это нам пытаются показать даже в самом начале мультфильма. Ее способность — это семейный очаг, это стабильность гармонии семьи. Поэтому, когда Мирабель не получила свою дверь, все думали, что это что-то не так именно с ней. Хотя на самом деле проблема была в бабушке. Она чем старее становилась, тем более становилась угрюмой, ворчливой и недовольной. Ей всегда казалось, что Луиза, которая таскает ишаков и ослов, могла бы стараться намного больше. Для своей другой внучки она и вовсе выбрала судьбу выхода замуж за Мариана. Красавчика, безусловно, но она его и не любила даже. Но на ней была ответственность, ведь ее считали просто идеальной, поэтому она готова была выйти за него просто ради семьи, то есть пожертвовать по сути собой ради семейного уюта. Бруно так и вовсе выгнали с дома, по сути постоянно обвиняя его в том, что он бы что ни сказал, он кликает беду, хотя он просто предсказывал будущее и не имел даже подтекста кому-то навредить. Поэтому на самом деле тот дом, который нам показали в начале, где все такие радостные, счастливые, довольные, это полная ложь. У всех натянутая улыбка, у каждого на спине груз больших ожиданий от Альмы, и никто из них не может ничего против сказать ей. Ситуация с мужем стала делать Альму черствой, и момент воспоминаний после того, как дедушка умер, ну то есть ее муж, она надевает на себя мантию черного цвета с вышивкой бабочки. Это все говорит о том, что душа ее стала как камень, как титан, она просто несгибаема. Кстати, обратите внимание на пошив всей одежды у персонажей. У всех девушек на платье изображены способности, которыми они владеют. У Луизы гантели, у Изабеллы цветы, у Долорес есть волны, так как она всех подслушивает, у Пеппы есть сережки с символом солнца, у Бруно песочные часы, как предсказание своего рода. У единственного, у кого я не нашел никакой символики, так это Антонио, который общается с животными. Но могу предположить, что это из-за того, что он получил дар недавно, или что он слишком маленький еще. У Мирабель все же платье в способностях всех сестер, и главное, есть рисунок свечки и надпись как ее имени, так и имени дома, что еще раз подтверждает, что она создает семейный очаг. Без нее семья не сможет существовать с волшебством. В таких условиях Мирабель не могла просто никак получить свой дар, ведь ее дар — это семейный очаг. В финале видно, что только после того, как до ручки двери докасается Мирабель, дом оживает, свеча разгорается. Она именно тот, кто создает семейный очаг. И когда она была маленькой, она еще не могла понять, насколько дом семьи Мадригал уничтожен морально. Поэтому Альма не могла дать ей дар. Обстановка была совершенно не та. В самом финале мультфильма, после разговора с Мирабель, видно, как Альма выходит без мантии, как символ того, что ее душа снова перестала быть жесткой. Полетели сотни
бабочек как аллегория души и ее возрождения, а свеча, в которую так верили все члены семьи, это просто часть дедушки и символ любви. Она будет гореть тогда, когда семья будет во взаимопонимании, в уюте и в поддержке друг друга. Энканто — мультфильм, который во многом скрывает в себе много секретов, и все они лежат далеко не на поверхности. Поэтому, надеюсь, мне удалось рассказать вам главную тайну этого мультфильма. Я удивлен, что простой по сути мультфильм может неплохо так загрузить мыслями даже взрослого меня. Если у вас есть мысли на этот счет, то напишите комментарий, будет интересно почитать и ваше мнение. И также, ребята, у меня есть два канала. На одном я делаю разборы кино и сериалов, а на втором прохожу Disney игры. Зайдите, гляньте, вдруг вам что-то понравится. Ну вот и все, с вами был Санчес, подписывайтесь на канал, вступайте в группу ВКонтакте и пока.